Ндрангета – это очень сложная и гибкая преступная организация. Организационная структура Ндрангеты является одной из главных причин ее успеха. По сути дела, это целый комплекс из неразрывно связанных между собой факторов, как кровные узы, ритуалы, церемонии, мифология и армейская иерархия, подобная легиону Древнего Рима. Больше, чем в других мафиозных организациях, ритуалы в Ндрангете всегда играли важную роль в организации, фактически формулируя ее жизнь. Один судья в 1997 году как-то описал ритуалы Ндрангеты как некий инструмент идеологии, которая придает организации чувство отцовства и наставничества, основанного на превосходстве. Ритуалы имеют огромное значение для молодого человека, который по тем или иным причинам стремится стать членом Ндрангеты, поскольку таким образом он переступает некую невидимую черту, отделяющую наш с вами мир от преступного. Церемонии Ндрангеты – это смесь религиозной и масонской мифологии, сохранившая с 19 века ритуальные обычаи, поклонение святым, песни и молитвы. Церемонии Ндрангеты очень символичны и полны величия, во время которых также используют специальные символические предметы, которые представляют собой настоящие ритуальные инструменты, будь то булавка, кинжал или пузырек с ядом. Церемонии Ндрангеты – это настоящий праздник, как день рождения или свадьба. Это настоящий памятный день в жизни любого дрангетиста. Как вспоминал один член Ндрангеты, посвященный ощущает себя богом по отношению к остальным, которые в этот день собрались только ради него. Сегодня его день. Ндрангета – это также организация, состоящая из четко прописанных рангов, которые на их жаргоне называются доти, и четко разграниченных обязанностей, которые называются кариш. Тема ритуалов не просто так была затронута в начале, поскольку каждое звание в Ндрангете сопровождается отдельным ритуалом, а также святым покровителем. Доты дословно переводится как «приданное». И это не просто так, поскольку получение новых рангов или званий похоже на концепцию приданного. Это основано на старинных фольклорных особенностях Калабрии. Еще с давних времен в Калабрии приданное дарили невесте в качестве хорошего признаменования для ее новой супружеской жизни в новом доме. В Калабрии это своего рода некий символ перерождения, то есть переход в новую жизнь. Поэтому, как правило, они делали все, что могли, чтобы украсить свой новый дом. В сложной структуре Ндрангеты приданное – это ранг или символ перехода на следующий уровень. То есть с каждым переходом член Ндрангеты проходит своего рода обряд перерождения. И поэтому каждый ранг имеет свой символ, святого покровителя, церемонию и татуировки, отсылающие к религиозным стигматам. У доти есть еще синоним – фиори, что означает цветок. Это опять отсылка на бракосочетание, где молодожены украшают свой новый дом цветами. Чтобы получить приданное или цветок, нужно доказать, что ты этого достоин. Доти назначаются в соответствии с преступными полномочиями членов организации и таким образом представляет собой ценность их заслуг. В то же время, чтобы иметь определенные обязанности, то есть кариш, человек должен иметь определенное приданное или цветок, то есть достигнуть определенного ранга. По сути дела, это очень важный момент в Ндрангете. Смотрите, например, в мафии продвижение по иерархии очень часто сопровождается банальным отношением босса к тебе. То есть босс повышает людей, исходя из своих личных соображений. В Ндрангете же все немного иначе. Чтобы подняться выше, ты должен обладать соответствующими навыками для вышестоящего звания. Ты должен доказать своими поступками, иметь определенный опыт и навыки, и только тогда тебя повысят. Вот откуда аналогия с армией. Конкуренция за продвижение по иерархической лестнице является очень жесткой, а озабоченность карьеры – это постоянный элемент жизни дрангетиста. Члены организации очень часто обсуждают вопросы, касающиеся рангов и должностей. Иерархия Ндрангеты начинается с ее подразделений, которые называются локали. Локали – это аналог семьи в мафии и, по сути дела, фундамент Ндрангеты, на котором она прочно стоит. Возглавляет локали капо локали. Капо локали избирается среди членов. В отличие от остальных руководителей локали, это должность пожизненная. Он председательствует на всех собраниях локали и представляет эту локали на собраниях кремины, то есть высшего совета Ндрангеты. Капо локали назначает 2 офицеров, которые помогают ему управлять локали. Кантабили – это бухгалтер, который контролирует все финансы. Он также распределяет деньги среди членов локали, даже если те находятся в тюрьме, а также поддерживает их семьи и оплачивает их судебные издержки. Когда кантабили в бегах или за решеткой, это приданное на время замораживается или назначается временным.
Если приданное заморожено в течение длительного времени, то экстренно назначается новый кантабиле, потому что его присутствие чрезвычайно необходимо. Кремино является человеком, ответственным за все насильственные и преступные операции локали. В случае войны с другими локали он становится кем-то вроде министра обороны и командует огневой группой. Кремино также отвечает за арсенал всей локали и отвечает за убийства, которые заказывает капо локали, например, когда член каким-либо образом опозорил их. Все трое, капо локали, кантабиле и кремино, образуют собой триумвират, который называется капиата. Капиата – это единственные, чьи имена обязаны знать абсолютно все члены локали. Ниже капиаты расположен капо сачета, это заместитель капо локали, и мастро ди джорната, то есть посредник между капиатой и остальными, который контролирует исполнение задач и решает внутренние конфликты. Ниже них расположены капо бастони, который является кем-то вроде капитанов, который возглавляет отдельные бригады под названием дрины. Сама локали состоит из двух уровней. Верхний уровень называется сачета маджоре, то есть основное сообщество, или сачета санта, святое общество. Она состоит из взрослых и высокопоставленных дрангедисти. Нижний уровень называется сачета миноре, то есть малое или второстепенное сообщество. В нем состоят молодые дрангедисти, которые выполняют всю грязную работу для локали. Сама эта система придумана из соображений секретности. Например, члены малого сообщества не знают, кто состоит в основном сообществе, в то время как члены основного сообщества не знают, кто состоит в малом. Более того, члены каждого сообщества знают только членов, равных им по рангу, если только он не ниже него. Единственные, кого знают все члены обоих сообществ, это капиата, которая является верхушкой основного сообщества. Оба сообщества могут как-то контактировать только через мастро ди джорната, который является посредником между малым и основным сообществами. У малого сообщества есть своя верхушка. Возглавляет его капо Джованни, что дословно переводится как «молодой босс». Это единственный из малого сообщества, кто может контактировать с мастро ди джорната и основным сообществом. Капо Джованни помогают управлять два офицера, которых он назначает. Пунтайоло – это аналог кантабиле в капиате. Он также отвечает за финансы и следит за тем, как ведут себя члены сообщества. Пичота ди джорната практически аналогичен рангу мастро ди джорната, то есть он сообщает новости капо Джованни и решает внутренние конфликты. Ну а теперь перейдем к рангам и к тому, что представляет из себя карьерный путь дрангедисты. Есть два пути попасть в дрангету, причем абсолютно разных. В этих двух отдельных случаях новички получают не ранг, а скорее статус. Первый вариант – это родиться в дрангете. Новобранцу тогда присваивается статус Джованни де Оноре, то есть почетный юноша или юноша чести. Это человек, чей отец является членом дрангеты. По сути дела, его судьба предопределена еще с самого рождения. Еще будучи младенцем, не осознавая того, Джованни де Оноре проходит свою первую церемонию. Женщины ему состригают ногти на руках, а потом сжигают их в огне. После этого младенца кладут в колыбельку, куда ему подкладывают игрушку и нож. Если малыш сразу дотронется до ножа, то это значит, что он станет членом дрангеты. Как правило, отцы всегда клали нож ближе к ручке. Будучи в статусе Джованни де Оноре, в обязанности их входит учиться и слушаться старших, делать все, что прикажут. Как правило, это мелкие поручения. Вскоре ему дают письменную версию кодекса дрангеты, который он должен заучить. Второй вариант – это просто доказать свою пользу в дрангете. Этот статус называется контрастом. У слова контраста по сути нет дословного перевода. По факту это мы с вами, то есть простые люди, которые не живут по законам дрангета. Как сказал один информатор, контрасти – это неудачники, трусливые людишки, которым достаточно жить на 1000 евро в месяц. Эти люди живут без достоинства и радости. Минимальный возраст контраста – это 14 лет. Контраста оказывает различные услуги дрангете и доказывает, что он может быть достоин. Как правило, он передает зашифрованные послания за решетку, прячет оружие и так далее. После этого ему присваивается статус контраста онората, то есть почтенный контраста или контраста чести. Это значит, что с этого момента ему оказана честь быть принятым в дрангету. Но с этого момента его начинают тщательно проверять. Нельзя, чтобы контраста онората когда-либо обращался в суд или полицию, что он вообще как-то решал свои проблемы через институты власти, а не самостоятельно. Также запрещается служба в силовых ведомствах, за исключением армейской службы, но только при условии, что ты не дослужился выше капрала.
Если у тебя было звание выше, то это значит, что ты пытался выслужиться перед начальством и государством. Также будут проверять всю вашу семью. Нельзя также, чтобы ваш отец когда-либо обращался в суд или полицию. Ваша мать не должна изменять отцу или вести разгульный образ жизни. То же самое касается и остальных родственниц. Когда Контраста Онората пройдет процедуру проверки, и когда Джованни де Оноре будет готов, им будет позволено пройти их первую церемонию и войти в малое сообщество. Все, начинается церемония крещения, которая проходит, как правило, поздно вечером в доме какого-нибудь члена организации. Новичка заводит член организации, который поручился за него и является его спонсором. На церемонии должно присутствовать не менее 5 человек. Если по каким-то причинам это число не может быть достигнуто, то Капо Бастоне дает новичку шейный платок, который называется камуфа. Капо Бастоне делает столько специальных узлов на нем, сколько отсутствует членов. Потом спонсор знакомит новичка с присутствующими членами, в том числе Капо Бастоне и Капо Сачетой. Начинается церемония. Присутствующие образуют круг, за пределами которого стоит новичок. Все присутствующие, кроме Капо Бастоне и Капо Сачеты, держат руки скрещенными сзади, пока не закончится церемония. Им также запрещается двигаться. Капо Сачета начинает. «Добрый вечер, дорогие товарищи! Вам комфортно?» Присутствующие отвечают. «Очень комфортно. А с чем?» Капо Сачета уточняет. «С нашими правилами». Присутствующие отвечают. «Очень комфортно». Затем Капо Сачета читает молитву освящения комнаты. «Тогда, во имя организованного и верного общества, я крестил это место, как его крестили наши предки Оса, Мастроса и Карканьоса, которые крестили его железом и цепями». Затем Капо Сачета обходит всех дрангедисти, отбирая у них оружие. Каждый раз останавливаясь, он произносит одну и ту же речь. «Во имя самого сурового святого архангела Михаила, который нес в одной руке весы, а в другой меч, отныне я отбираю твое оружие». Все, место было освящено, и теперь Капо Бастоне мог произнести вступительную речь. Общество – это клубок, который блуждает по миру, холодный как лед, горячий как огонь и тонкий как шелк. Поклянемся же, дорогие товарищи, что всякий, кто предаст общество, заплатит 5 или 6 ударами кинжала в грудь, как предписывает кодекс. Серебряная чаша, священное воинство. Со словами смирениями я образую общество. Затем дрангедисты подходили ближе и брались за руки. Капо Сачета трижды спрашивает у присутствующих товарищей, готов ли новичок стать членом общества чести. Когда он получает один и тот же утвердительный ответ 3 раза, круг разомкнулся, и сразу же справа от Капо Сачеты освободилось место для новичка. Затем он берет кинжал и делает надрез в форме креста на большом пальце левой руки посвященного, чтобы его кровь окропила изображение архангела Михаила размером с игральную карту. Затем Капо Сачета отрывает голову архангела, а остальное изображение поджигает свечой, что символизирует, что предатели будут гореть в адском пламени. Новичок берет пылающую карту и, пока она горит, произносит клятву. Перед организованным и верным обществом, представленным нашим уважаемым и мудрым начальником и всеми членами, отныне я клянусь выполнять все обязанности, за которые я несу ответственность, и все те, что возложены на меня, если необходимо, даже собственной кровью. Я буду верен своим товарищам, даже если придется отказаться от отца, матери, сестер и братьев. Затем Капо Сачета целует новичка в обе щеки трижды. А затем новичок обходит по кругу всех остальных, которые также целуют его в обе щеки. Затем Капо Бастоне завершает церемонию. «О, прекрасное смирение! Ты, украсившая меня розами и цветами и отнесшая меня на остров Авиньяна, чтобы научить меня первым шагам. Италия, Германия и Сицилия вели когда-то Великую войну. Много крови было пролито за честь общества. И эта кровь, собранная в клубок, блуждает по миру, холодная, как лед, горячая, как огонь и тонкая, как шелк». Церемония завершилась. После этого спонсор объясняет новичку правила организации и называет имена капиаты. Эта первая церемония, которая называется крещением, является самой торжественной, поскольку олицетворяет собой тему принадлежности к организации с точки зрения лояльности и послушания. Сожжение изображения святого означает разрыв связи нового члена с его кровной семьей и установление связи с его новой, которую он приобрел в Дрангете. Как говорил информатор,
Крещенный больше не считается с другими людьми жизнью, сердцем, желаниями и привязанностями. Других людей отныне больше не существует. И если они мешают, ему нужно только напугать или убить их. Как члены Ндрангеты, мы больше не принимаем наших бывших товарищей за людей. Отныне крещенный становится членом Ндрангеты и получает свой первый ранг – Пичота Деонори, то есть парень чести. Это самый низкий ранг в малом сообществе. По факту это рядовой боец Ндрангеты, который будет выполнять все мелкие поручения. Как и у каждого ранга, у Пичоти есть свой покровитель – это Святая Либерата. Ндрангета не была бы Ндрангета, если бы ограничивалась просто рангами. Каждый ранг в малом сообществе делится на так называемые подранги. В Пичоте также бывают, например, Симпличи, то есть рядовые, и Ди Джорната, которых называют Капа Джованни, и которые сообщают ему обо всех новостях. Когда Пичота наберется опыта, ему будет присвоен следующий ранг – Камариста. Камаристе поручают работу, которую не может выполнить Пичота. Церемония практически не отличается от церемонии Пичота. Только церемония посвящения в Камаристу отличается тем, что Капа Сачета задает Пичота вопросы, на которые тот дает заученные ответы, что значит быть камаристой. Затем один спонсор Пичота перечисляет все его положительные качества, в то время как другой перечисляет отрицательные. Затем идет опять клятва на крови, только в этот раз поджигают изображение святой Аннунциаты, это покровительница Камаристи. На этой церемонии также присутствует Кантабилия из Капиата. Камаристи также делятся на несколько типов. Камариста инкорона, то есть коронованный, это Джованни Деонори, который удостоен чести сразу стать камаристой, обойдя ранг Пичота. Камариста Симпличи – это просто рядовой камариста. Ди Сачета – общество, но его точные функции так и неизвестны. Камариста Дифибия может принимать участие в церемониях Пичоте. Камариста Формати может в некоторых случаях исполнять обязанности Капа Бастона, в том числе и присутствовать на церемониях Пичота или камаристы. Камариста Дисгары – это высший подранг камаристы. Он дается только тем, кто совершил насильственные действия, но не обязательно кровавые. Следующим и последним рангом малого сообщества является сгариста, что дословно переводится как «человек, собирающий деньги». До 70-х годов это был самый высокий ранг в Ндрангете. Церемония практически похожа на предыдущие церемонии Пичота и камаристы. Капа Сачета начинает: «Добрый вечер, дорогие товарищи!» «Вечер добрый», отвечают присутствующие. «Вы готовы сформировать общество Сгара?» «Да». Затем Капа Сачета начинает также молитву освящения комнаты. Золотым стержнем и серебряной ручкой утренняя звезда, которая формирует преступное общество Ндрины. И со словами человека и словами молчания формируется общество. Во имя рыцарей Минофрио, Мисмицу и Мисгару отныне формируется общество Сгара. После этого слово берет Мастер Ди Джорната. «Добрый вечер! Вы согласны сдать оружие?» Остальные отвечают согласием. Мастер Ди Джорната продолжает. «Если раньше я был Мастер Ди Джорната, то отныне вы будете знать меня как стража молчания, выполняющего свой долг в этом сформированном обществе. Теперь, когда оружие сдано, горе тем, у кого остались спрятанные ножи или лезвия. Тех ждет 2 или 3 удара в спину, как предписано правилами. Одной рукой я понижаю, а второй наказываю». Затем Капа Сачета произносит: «От имени Минофрио, Мисмицу и Мисгара я выдвигаю этого камаристу. Если ранее я признавал в нем камаристу, то отныне я признаю его как сгаристу, который принадлежит и не принадлежит к этому обществу, чье тело свято и неприкосновенно». Затем идет опять клятва на крови с изображением святого архангела Михаила. Капа Сачета произносит последние слова клятвы. «Именем Минофрио, Мисмицу и Мисгара, которые отрубили голову святому архангелу Михаилу, поскольку тот был очень жесток, и его тело было похоронено под 2 скрещенными кинжалами. Голова была сожжена, и его прахом я крещу и посвящаю тебя в сгаристу. Если ранее я видел в нем некрещенного сгаристу, то отныне он теперь стал крещенным и посвященным. Я разделю с ним все богатства. Я буду защищать его плоть, кровь, кожу и кости до последней капли моей крови». С этого момента камариста клянется в верности обществу Сгара и становится сгаристой, который признает только остальных сгаристи и клянется пожертвовать собой ради них. Святая покровительница сгаристи – это святая Елизавета. Сгаристи тоже делятся на подранги. Сгариста Ди Санджо, то есть сгариста крови, это сгариста, который совершил свое первое убийство.
Сгариста Дефинитива – это самый высший ранг малого сообщества. По сути дела, человек, обладающий таким рангом, отныне доказал свою безграничную преданность Дрангете. Теперь идет переход к основному сообществу, которое называется Санта. Попав в Санту означает, что отныне ты принадлежишь к элите Дрангеты. Это доступ к государственным заказам и контрактам, а также международные операции. Более того, членам Санты разрешается и даже поощряется коммуницировать с политиками, магистратами, масонами и карабинерами. Причем не просто коммуницировать, а также проникать в их структуры. Еще одной отличительной чертой Санты является то, что политики и магистратами могут стать ее членами. Ведь по сути дела Санта именно для этого и была придумана в 70-е годы. Как уже, наверное, понятно, эти политики и магистраты сразу попадают в Санту, обходя малое сообщество. Интересно также то, что Санта ссылается в виде своих символов на настоящих людей, а не вымышленных испанских рыцарей, как в малом сообществе. Эти реальные исторические личности очень хорошо известны в итальянской культуре. Это Джузеппе Мадзини, Джузеппе Гарибальди и Альфонсо Ла Мармора. Дрангета выбрала этих людей в качестве символов, поскольку все они принадлежали к масонству высшего звена. Ведь Санта – это по сути рода масонская ложа Дрангеты. Первый ранг в Санте называется Сантиста, который был придуман в 70-е годы. Интересно, что когда основывается локале, чтобы сформировать в нем Санту, нужно 7 человек с рангом Сантисты. Сантистой может стать как сгариста, так и политик и магистрат, связанный с Дрангетой. Людей в ранге Сантисты может быть только 33, не больше. Это очередная религиозная отсылка, ссылающаяся на возраст Христа. То есть, например, сгариста не может попасть в Санту и стать Сантиста, если там уже 33 человека. И тогда ему приходится ждать. Сгариста, доказавший, что может попасть в Санту, получает так называемый золотой ключ и ждет одобрения локали Сан-Лука, то есть матери Дрангеты. Этот период ожидания называется Санта дель Пургаторио. Таким образом, этот ключ возвращается на собрании Санты. По преданию, этот ключ находится на дне моря, и его может взять только Сантиста. Капо Сачета открывает церемонию со словами: «Добрый вечер присутствующим Сантисте. В этот священный вечер, в тишине ночи, при свете звезд и сиянии луны, я образую священную цепь во имя Гарибальди, Мадзини и Ла Марморе, скромными словами формируя святое общество». Потом начинается церемония, где Капо Сачета задает вопросы посвященному. Когда родился первый Сантиста? Он родился в день рождения нашего святого Христа. Когда был освящен первый Сантиста? 25 декабря. Когда родился Святой Христос, и тогда я был крещен. Как ты докажешь, что ты Сантиста? Крестом на правом плече. Потом посвященный дает клятву. Я всегда клянусь носить с собой этот пузырек с ядом. И если я предам своих новых братьев Санты, я отравлю себя. Я клянусь этим оружием, и перед лицом своих новых братьев Санты я отказываюсь от общества Сгара и любых других, чтобы стать частью святого общества и разделить судьбу и жизнь со своими новыми братьями. Затем Капо Сачета завершает церемонию. От имени Гарибальди, Мадзини и Ла Марморе я провожу свое первое, второе и третье голосование на основании нашего нового брата, которого я раньше знал как нашего мудрого товарища, то теперь я признаю его как нашего святого мудрого товарища. Под звездным небом и лунным светом я распутываю священную цепь. Именем Гарибальди, Мадзини и Ла Марморе, словами Омерты, я распускаю святое общество. После этого новоиспеченному Сантисте делают татуировку звезды на правом плече. Отныне его святыми покровителями являются святые Петр и Павел, которые являются святыми покровителями почти всех рангов Санты. Сантиста долгое время был самым высоким рангом в Дрангете, пока вскоре не появился еще один – Ванджело или Евангелие. Этот ранг был придуман, поскольку в Дрангете стало все больше Сантисти. Ванджело появился потому, что в какой-то период появилась большая потребность в ранге более высшего уровня, чем Сантисты. Задача Ванджело – охранять правила Дрангеты. Они присутствуют на важных собраниях и церемониях. Это единственные люди, кроме Капо Локале, которым присутствуют на собраниях Кремины. Капо Сачета начинает церемонию. Именем Гаспара, Мельхиора и Бальтазара, заходом солнца и заходом луны образуется святая цепь. Под именем Гаспара, Мельхиора, Бальтазара и Господа нашего Иисуса Христа, воскресшего с земли на небесах, мудрые товарищи, мы формируем это святое Евангелие. Начинается первое голосование. Капо Сачета спрашивает:
Мудрые товарищи, готовы ли мы к федерации? Присутствующие отвечают: готовы. Капа Сачета говорит: именем Гаспара, Мельхиора, Бальдасара и Господа нашего Иисуса Христа я передаю первое голосование нашему брату Сантисте. Если до этого он был признан Сантистой, то отныне мы признаем его как нашего брата, который еще не был признан и принят в федерацию. Затем проводится второе голосование, где Капа Сачета произносит то же самое. После этого на левом плече Сантиста делают татуировку креста. Затем ему дают Библию, на которую он кладет руку и произносит клятву. «Я клянусь перед своими братьями не состоять ни в каком обществе или организации, кроме Святого Евангелия. Я клянусь быть верным, разделив судьбу и жизнь со своими новыми братьями». Затем Капа Сачета произносит последние слова. «Именем Гаспара, Мельхиора и Бальдасара и всех нас, мудрых товарищей, как присутствующих и отсутствующих, мы проводим последнее голосование, чтобы нашего нового брата любили, обнимали и целовали с уже принесенной клятвой и с крестом на левом плече, клянясь вместе с ним в верности и радости и кровью». После этого он завершает церемонию, распуская Святое Евангелие. Ванджела так и оставался самым высоким рангом до 2010 года, пока правоохранительные органы не устроили масштабную операцию против Дрангеты и не выяснили, что выше Ванджела есть еще много рангов. Сразу бы тут хотелось сказать, что даже по состоянию на осень 2021 года об этих рангах толком вообще ничего не известно, ровно как и об их церемониале. Следующий после Ванджела ранг называется Треквартина. Про него, естественно, ничего не известно. Ну, кроме того, что церемония начинается со словами: «Именем принца Руса, графа Леонардо и Флорентина Испанского, мечом и парадной шпагой я образую Треквартина». Известно только, что у Треквартина татуировка креста на груди. После Треквартина идет Квартина. Тут все то же самое, что и с Треквартина, только ему еще делают татуировку изумрудной розы на ноге. Говорят, что ранги Треквартина и Квартина созданы для людей, которые хранят особые тайны Дрангеты. Следующим идет Падрина, то есть крестный отец. Опять же, ничего не известно, кроме того, что фразы на церемонии те же, что и Треквартина и Квартина. Известно только, что у Падрина татуировка из 5 точек. Но и это оказались не последние ранги, открытые в 2010 году. Дальше я буду просто их перечислять, потому что о них вообще ничего не известно. Крачата, то есть крестовый поход, Стелла, звезда, Бартола, Мама Сантиссима, Пресвятая Мать, Инфинита, бесконечность. И, наконец, кульминация Санты и пока что самый высший ранг – это Конте Уголина. Считается, что название, вероятно, является отсылкой к графу Уголина из произведения «Ад Данте», где был изображен поедающим своих детей в аду. Потому что это, по сути дела, некий символизм, что лидер Дрангеты может поедать своих детей, предавать их, приносить жертву, при этом не вступая в вендетту. На самом деле это очень символично, ведь достичь вершины в Дрангете означает, по сути дела, иметь власть над жизнью и смертью, в том числе и над родными. Пока что Конте Уголина является высшим рангом в Дрангете, но учитывая ее гибкость, вполне возможно, что это уже устаревшая информация. Также есть доказанные факты, что некоторым дрангедисте присваивали вообще особые ранги, которых нет в стандартной иерархии Дрангеты. Более того, в ходе операции 2017 года один член Дрангеты рассказал, что вскоре будут придуманы еще новые ранги, причем для тех, кто не является членами Дрангеты, но имеет большое влияние в социуме. Это то есть врачи, юристы и бизнесмены. Как бы то ни было, но путь дрангедисты очень жесток и беспощаден, где на вершине нет места слабости. Под конец мне бы хотелось процитировать одного члена Дрангеты, который просто максимально точно описывает весь преступный путь дрангедиста. Как только ты достигнешь вершины, все кончено. Ты больше никому не можешь доверять. Ты должен постоянно оглядываться, постоянно перебираться с места на место, постоянно спасаться от врагов. И в конце концов, в итоге ты окажешься один, без семьи и без друзей.